Друзья, привет! В этом видео вместе с вами сделаем подарок для моего друга на юбилей, а также потренируемся в работе на новом оборудовании. Приятного просмотра! В магазине своего города приобрел вот такой угольник. Его конструкция показалась мне идеальной для моих целей. В основном обращал внимание на разметку. Здесь она с двух сторон с большим отступом в середине. Собственно, сама линейка нам и нужна, а остальное отложим для следующих самоделок. И для начала, как вы уже поняли, угольник нужно разобрать. Для этого воспользуемся самыми обыкновенными выколотками. Минута вандализма, и нужный элемент у нас в руках. Установил заготовку на станине при помощи самодельных прижимов. Подкладка хоть и деревянная, но думаю, со своей задачей должна справиться. Кстати, хотел сказать спасибо тем, кто откликнулся на мой пост с вопросом про смазывающую охлаждающую жидкость. А также отдельное спасибо за нее и другие подарки Руслану Нургалину. Кстати, если вам интересна тема станкостроительства или создания электротранспорта, то ссылочку на его канал найдете в описании под этим видео. Сейчас Руслан занимается сборкой самодельного токарного станка с ЧПУ, и есть уже потрясающие результаты. Переходите по ссылочке и передавайте от меня привет. Ну а мы тем временем отфрезеруем паз в линейке из нержавеющей стали. Отлично, на этом этапе линейку закрепим другим способом, чтобы выполнить обработку снаружи. Здесь же, как говорится, не отходя от кассы, изготовим ручку из дуба. Сразу фрезеруем все отверстия и место для установки фирменного знака. Вырезать деталь до конца не стал, так как нет жертвенного стола. Зато имеется ленточная пила. На ней и вырежем. В этой же дубовой заготовке выберем полость для установки ручки для последующей ее обработки. Вставляется она довольно плотно, поэтому дополнительно крепить ее не вижу смысла. Здесь обработаем плоскость и сделаем паз для установки винта. Ну а дальше делаем пропил, в который будет вставляться линейка. После шлифовки орбитальной машиной получили вот такую деталь. Лакировать ее не вижу смысла, но пропитаем самым обыкновенным лоскутным воском в 3 слоя. Далее нам понадобится листовая латунь. Конечно же, в наличии у меня ее нет, а заказывать через интернет долго и дорого, поэтому будем отливать ее сами. В качестве сырья для плавки будем использовать латунный лом и старые смесители, которые я заменил при ремонте в доме. Плавить будем в муфельной печи при температуре 1000 градусов. Пока печь разогревается, за кадром изготовил пару форм. Одна отливка нам понадобится сегодня, ну а вторую оставим про запас. Также одну из форм предварительно решил прогреть в печи. В нее и сделаем первую заливку. В итоге вот такая пара заготовок получилась. Сейчас они выглядят не очень, поэтому черновую обработку выполним на фрезерном станке. Обрабатываем фрезой балеринка или летучка. И еще одно название – флайкаттер. Теперь совершенно другое дело. На станке с ЧПУ вырезаем внешний контур эмблемы.
Дальнейшую обработку произведем на лазерном маркере от компании LaserCut. Это 50-ваттная модель. Кстати, в описании под видео найдете большинство ссылок на мое оборудование. Ну а гравировать мы будем, конечно же, логотип канала. Я его подготовил в программе заранее. На этот процесс, я считаю, можно смотреть вечно, правда, через специальные защитные очки, иначе травма глаз будет обеспечена. Этот процесс не быстрый, поэтому пока идет гравировка, займемся винтами и гайками. Материалом для них также будет латунь. Протачиваем в размер шляпки винта, а затем точим тело и нарезаем резьбу. Также изготовим шайбу и гайку с накаткой. И, конечно же, полировка. Постоянные зрители знают, что я как та сорока люблю все блестящее. А еще я очень ленивый. Спустя 3 с небольшим часа станок завершает программу. И в итоге вот такая красота получилась. Все полости логотипа заполним самой простой ювелирной эмалью. Для этого понадобится масляная краска нужного цвета и двухкомпонентный эпоксидный клей. Краски нужно совсем капельку, впрочем, как и самого клея. Размешиваем состав и немного добавим в него краски. Готово. Теперь зубочисткой заполним все полости. Вот что получается на этом этапе. Откладываем логотип на сутки для полного затвердевания. А пока займемся ложементом. Он будет из дерева, и для этого за кадром подготовил несколько реек. Из них склеим щит. Наносим клей на 2 стороны и плотно зажимаем струбцинами. Излишки клея уберем шпателем. Пока писал программу для ЧПУ, клей схватился и можно продолжать обработку. Для начала обработаем щит на ЧПУ с 2 сторон. Ну а дальше выборка под инструмент. До конца, как обычно, вырезать не стал, причину уже озвучивал в этом видео. Да и вручную тоже охота поработать. Последний штрих – углубление для магнитов. Линейка сделана из магнитной нержавейки, и благодаря им инструмент не выпадет из ложемента. Далее срезаем все излишки на ленточке, а плоскость кромки приведем в надлежащий вид при помощи фрезера с обгонной фрезой. После шлифовки также покроем все это дело воском. Да, углубление в ложементе с двухсторонним скотчем сделал не случайно. Там будет располагаться памятная табличка. Гравировать ее будем на кусочке металла от советского глянцевателя. Это латунь, покрытая слоем хрома.
При помощи лазерного гравера сжигаем верхний слой и получаем вот такую красоту. Также при помощи лазера выполним обрезку таблички. А дальше, наверное, самый приятный момент – это сборка. Устанавливаем все на свои места и собираем инструмент. Также клеим памятную табличку и устанавливаем магниты на свое место. Последний штрих, и вот такая красота у нас получилась. Для тех, кто не знает, это столярный инструмент, называется малка. Как им работать, найдете в интернете. Ну а на этом у меня все. Пишите ваши комментарии, ставьте оценки и не забывайте подписываться на канал. Впереди много интересного. С вами был, как всегда, я, Михаил. Пока-пока.